Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовой фетиш, серии видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В прошлом уроке мы с вами создавали цифры в круге, а теперь мы добавим похожий вариант, но с залитым фоном. Теперь перейдем к цифрам в черном круге. Здесь все на самом деле тоже просто, потому что мы уже почти все сделали, поэтому что мы делаем? Мы заходим в наш шрифт и копируем вот эту ячейку в ту, которую мы создали ранее с черным кругом. Теперь заходим сюда, выделяем внутренний овал с зажатым Ctrl, жмем Delete. В принципе, все. У нас готова ячейка черного цвета. Она точно такая же, как и прозрачная, поэтому особо нам здесь делать ничего не нужно. Сохраняемся. И вот теперь нам нужно сделать цифры с черными ячейками. У нас, в принципе, уже все настроено, включая вот эту единицу. Мы посмотрели, вот здесь ее выровняли и так далее. Поэтому я сделаю вот что. Я просто вставляю их вот сюда. Я не буду это делать на всех, чтобы не тратить на это время. Вот, включая там единицу, например. И в этом преимущество того, что мы делали вот эти круги в отдельном элементе, в отдельной ячейке. То есть нам не придется сейчас вручную все создавать. Мы просто заходим в любой из этих созданных глифов, которые мы заранее уже настроили. Вот. И теперь выделяем вот этот вот круг. Выбираем глиф. Заменить компонент. И здесь я пишу circle. И он мне автоматически показывает сразу черный. Жму ОК. И вот, в принципе, все. У нас компонент поменялся. Теперь делаем все то же самое. Сейчас я вот поставлю несколько их рядом. Захожу сюда. Ctrl-Shift-C. Заменить. Ctrl-Shift-C. Заменить. Ctrl-Shift-C. Заменить. Делается все за секунды во всех мастерах сразу. И вот теперь у нас стоит вопрос, а как нам сделать так, чтобы мы увидели те цифры, которые мы сейчас не видим, потому что они такого же черного цвета, как сами вот эти круги. Если здесь все понятно, восьмерка на прозрачном фоне, мы ее видим, то здесь это полностью залитая четверка, хотя мы знаем, что здесь что-то есть. В общем, нам придет на помощь новый фильтр, который появился относительно недавно в свежих версиях FontLab, это Fusion фильтр. Что нам нужно сделать? Мы заходим в такой компонентный глиф и просто выделяем тот компонент, который нам нужно выделить. Правой кнопкой фильтр Fusion и выбираем здесь пункт Subtract. Кликаем на него, у нас добавилась вот такая иконка Fusion фильтра на панели Elements, нажимаем пробел и в принципе вот мы все видим. Делаем то же самое здесь, правой кнопкой Fusion Subtract. Соответственно, если мы выберем какой-то другой режим наложения, например Intersect, то у нас круг как бы есть, но мы его не видим. Если мы снова переключимся на добавление, то они просто сольются. Если я... Что тут у нас еще есть? Ну, в принципе, здесь тот же самый эффект. Ну, в общем, буквально там одним кликом мы можем все это дело быстренько заменить. Обычно я с абстрактом использую. В принципе, у нас даже вариативность будет работать. Если я сейчас отключу вот эти поломанные глифы, посмотрим на вариативность. Вариативность у нас, как видите, работает. В реальном времени вот так она у нас изменяется. Разумеется, здесь у нас ничего не происходит, здесь все криво, потому что я ничего не выравниваю. Но, по крайней мере, вы видите, что вариативность работает. И при этом, если я открою оригинальный глиф, вот, например, вот здесь тот, который мы с вами... Нет, вот восьмерка. Тот, который мы с вами настраивали. Предположим, я захотел сделать дроби и все остальные индексы более жирными или более худыми. Мы посмотрим, как это изменится у нас вот здесь. Вот мы видим... Оп, не то. Fusion, Subtract. Все, вот мы восьмерку увидели. Теперь я захожу в оригинальную восьмерку компонента, которую мы добавляли сюда и сюда. И теперь я хочу сделать ее более тонкой. Я просто беру, вот так ее выделяю. И мы с вами видим, что это изменение у нас произошло и здесь, и даже в таком сложном многоструктурном фильтре под названием Fusion. То есть интерактивные вот эти вот изменения, интерполяция работает абсолютно во всех вариантах, даже если они находятся в маске или в каком-то там другом слое, точнее не в слое, а вот в составе нескольких элементов. Ну, в общем, это все работает, это очень круто, безумно удобная штука, и по такому принципу я сделал. Но, разумеется, нам придется потом
что-то где-то выровнять, потому что вы видите, что у нас это все работает не очень хорошо. Вот здесь, наверное, вот не получится его так сместить, отцентрировать. А нет, работает. Даже здесь это работает. Так что, в принципе, вообще все суперский инструмент. Обязательно пользуйтесь при создании вот такого рода заливок и прочее. То есть нам не нужно пользоваться... Раньше я пользовался для этого инструментом заливка, но тогда никакие вариативные такие штуки не работали, приходилось все делать вручную. А вот с Fusion это прям вот новый уровень, и все интерактивно, все очень здорово работает. В общем, пользуйтесь. Как вы понимаете, изученный Fusion фильтр в этом шрифте, который мы с вами делаем, можно применять не только на цифрах, можно применять и в любом другом варианте букв, цифр и так далее. И если вы пользовались иллюстратором, пользовались другими векторными программами, вы часто сталкивались с режимами наложениями, вычитания и так далее. Поэтому пользуйтесь и экспериментируйте. В общем, этот фильтр очень удобная штука. Но, разумеется, стоит понимать, что такой фильтр находится и работает только внутри FontLab и только внутри проекта, который вы сейчас редактируете. Поэтому после того, как вы проэкспортируете этот шрифт, там, разумеется, все это разберется и превратится в обычный контур, и обратно вернуть это не получится. Поэтому всегда создавайте бэкапы версии и понимаете, что, в общем, что у вас работает и останется в финальном шрифте, а что будет разобрано. Вот, например, я вот эту цифру могу сейчас полностью разобрать. Для этого я могу нажать либо сюда, либо элемент Expand Filters. И все, теперь он у меня превратился в обычный контур, без каких-либо фильтров. Разумеется, вся вариативность и все это из него, именно вариативность компонента ушло, но именно в таком виде он будет экспортирован в финальный шрифт. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.